Часто так бывает, что у мамы и папы, у бабушки, дедушки совсем нет времени, а самому читать уже устал. А так хочется услышать сказку. Хочешь, я тебе почитаю? А уроки все сделал? Точно? Не обманываешь? Ну садись поудобней. Маленькую сказку тебе прочитаю, мне она очень нравится. Про ежика в тумане. Да, это вот Сергей Козлов автор. Хорошая сказка. Готов? Удобно устроился? Молодец. А ты тоже будешь слушать? Ну, давай, садись. Ежик в тумане. По вечерам ежик ходил к медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, и с одной стороны трубы были звезды ежика, а с другой стороны звезды медвежонка. Сначала ежик шел полем. Там его окружила стайка ночных бабочек-паденок. Потом вошел в сосновый лесок, а когда вышел, за ним уже крался филин. Представляешь? Филин. А ты видел филина? Такой большой. Но ежик филина совсем не заметил. Он нес медвежонку малиновое варенье и смотрел в небо. Звезда. Вдруг остановился ежик. И филин чуть не налетел на него и тоже уставился в небо. «И в луже звезда», — сказал ежик. Филин тоже наклонился над лужей, но ничего там не увидел, кроме себя. Тут же взлохматил лапой эту лужу, и по ней пошла рябь. А ежик уже глядел в темный старый колодец. «Угу», — произнес ежик. «Угу», — загудел в ответ старый колодец. Ежик спрыгнул на землю и гугукнул на ходу. Словно бросил камушек. «Угу! Угу!» И филин, проходя мимо колодца, тоже крикнул «Угу!» и остановился удивленный. Колодец и ему ответил «Угу!». Филин сгромоздился на сруб колодца и снова крикнул «Угу!». И колодец ответил гулко. Знаешь, как он ответил ему? Вот так вот. Филин хихикнул, и они заухали, прислушиваясь друг к другу. А ежик со своим узелком уже семенил дальше. Ты запомнил, что у ежика там в узелке? Ну, варенье, малиновое варенье. Ну ты чего? Ну, конечно. Вот. И сам про себя ежик беседовал с медвежонком. А я ему скажу: а я тебе варенье принес малиновое. А он мне скажет: вот и самовар простыл. Надо бы веточек подбросить. Этих, ну как их? Можжевеловых. И он стал медленно. А я ему скажу, а я ему скажу, а я ему скажу. И вдруг застыл. Прямо перед ним из тумана выплыла белая лошадь. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот, ничего не видно, даже лапы не видно. Лошадь! Это так ежик позвал, представляешь? Но лошадь ничего не сказала. И тут на ежика обрушился сухой лист. Ежик от испуга закрыл лапами глаза, а когда выглянул, из-под листа, таинственно покачивая своим домиком, уплывала в туман улитка. Ежик опасливо приподнял лист и совсем рядом услышал дыхание. Вздымая боками и раздуваясь до неба, задышал слон. Или это был не слон? Ежик аккуратно положил лист на место и, пятясь на цыпочках, ушел в туман.
а из тумана выглянула большая, добрая голова лошади. Голова вкусно пофыркивала и хрумтела травой. Фрррр. Вздохнула лошадиная голова, и сухой лист, как живой, поднялся и полетел прямо вот в туман. Где-то вдали зазвенело вдруг. Бззз. Над головой ежика прянула и мгновенно пропала летучая мышь. Ежик даже не успел перепугаться. Вокруг него затрепетала, засеребрилась легкая стайка ночных бабочек-паденок. «Хе-хе-хе!» – передразнил ежик и даже пробежался вслед за ними, подпрыгнул, замахал лапами, представил, как будто он тоже бабочка вот эта вот, да? Из тумана, как из форточки, выглянул филин и ухнул. «Угу, угу-гу-гу!» и растворился в тумане. «Псих!» – подумал ежик. Поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед. Палка, как слепая, блуждала в темноте, пока не уперлась во что-то твердое. Тук-тук, постучал ежик. Положил узелок и, перебирая по палке лапами, увидел перед собой дерево с огромным дуплом. «Ага!» – осторожно выдохнул в дупло ежик. «Ау!» – загудело дерево. Ежик попятился и вдруг вспомнил про узелок. Он метнулся назад, оббежал дерево один раз, второй раз, третий раз. Ты представляешь, все, нету узелка, ну! Дерево медленно заволокло туманом. Ежик остался совсем один. «Ежик!» Будто с края земли донесся чей-то крик. Туман сгущался вокруг ежика. Ежик сорвал травинку, на которой сидел светлячок, и, высоко подняв ее над головой, начал идти дальше по туману, как фонариком, маленьким фонариком, освещая себе путь. Ну, травинка покачивалась во время ходьбы, и скоро светлячок упал и растворился в траве. И стало совсем-совсем темно. Туман закружился вокруг ежика, и ежик побежал. Ему казалось, что из тумана за ним несется огромная улитка, летучая мышь, филин. Задышал слон, обрушился лист с дерева, ежик упал в траву и закрыл голову лапками. Но тут из тумана появилась собака. Она положила перед ежиком узелок, зевнула во всю собачью пасть и пропала в тумане. Издалека донесся голос медвежонка. «Ежик! Ого-го!» Рванулся на крик ежик, но путых! Упал в воду. «Я в реке», — подумал ежик. Немного погодя решил, пускай река сама меня понесет. Он глубоко вздохнул, и река понесла его вниз по течению. Высоко в небе горели звезды, над ними проплывала голова лошади. Где-то далеко, тоненько, играла балалайка. «Я совсем промок. Я скоро утону», — подумал ежик. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Ой, извините», — беззвучно спросил кто-то. «Кто вы? И как сюда попали?» «Я ежик», — тоже беззвучно отозвался ежик. «Я упал в реку». «Тогда садитесь ко мне на спину», — беззвучно проговорил кто-то. «Я отвезу вас на берег». Ежик сел на чью-то широкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. «Спасибо», — сказал ежик. «Не за что», — также беззвучно сказал кто-то. Ежик его даже не увидел и пропал в волнах. Ежик с узелком сидел на бревнышке и смотрел прямо перед собой остановившимися глазами. Послышались чьи-то торопливые шаги. «Ежик, где же ты был?» Плюхнулся рядом запыхавшийся медвежонок. «Я звал тебя, а ты не откликаешься». Но ежик ничего не сказал. Он только чуть скосил глаза в сторону медвежонка вот так вот. Примерно так. «Я же и самовар на крыльце раздул, креслица плетеное пододвинул. Думал, придешь,
Сядем, будем звезды считать, чайку попьем. С малиновым вареньем. Ты ведь малиновое мне несешь, да? Вот. А я самовар раздул из веточек, из как их? Можжевеловых. Медленно сказал ежик. Да, можжевеловых, обрадовался медвежонок, чтоб дымок пах. И ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе. А еще ежик думал о лошади. Как она там, в тумане? В ночном небе ярко горели звезды. Где-то вдали филин переговаривался с колодцем. «Угу!» — говорил филин. «Угу!» — отвечал колодец. «Угу!» — кричал филин. «Угу-гу!» — гудел колодец. «Угу! Угу-гу!» Напиши в комментариях, если хочешь, чтобы дедушка прочитал тебе еще какую-нибудь сказку. Их знаешь, сколько у деда? Ох, ты уже посмотрел, где я рассказываю про других Дедов Морозов? Нет? Ну вот видишь, посмотри, нас очень много, чтобы делать хорошие дела. Нужно много силы, правильно?